Ладно. Ты что, шоколадку вообще больше не даешь? Но я съел половину и половину тебе оставил. Да, еще в этом долбанном чате нельзя было. Это бесит. Не знаю, дерьмо случается. А? Да, это из нового фильма. Там типа шутка на этом построена. Кстати, смешная, как мне показалось. Я говорю, я хочу посмотреть. Ты, долбоёбы, вы можете сесть, блядь, в безопасное место и сдох. Гарус опять сдох. Гарус заебал. Он заебал дохнуть, он в каждом замесе дохнет. Иди. Спрячься, блядь, долбоёб. Нахуй вы, блядь, что делаете, если вы нихуя не делаете? Вон, блядь, часть щитов ФНЛ можешь сделать, блядь. Сумеет. Где последний, блядь? Все. Один где-то еще должен быть уебищный. Всех объебал. Винтовка называется Терминатор 5. Я, блядь, супер серьезно. Мстители, блядь, общий сбор. Ну, по крайней мере. Ты что-то там, типа, сделал, там, позывила. Я надеюсь, что все остались довольны. Такие моменты мне хочется. Понимаю. У меня такое с играми. Блять. Все, не то нажал. Бля. Да сука. Это дело принципа. Почему в нас эффекте нету каких-нибудь там, ну типа ключей для открытия подобной хуйни?
Почему я их каждый раз должен либо взламывать, либо платить унигель? Я не хочу платить унигель. Я хочу просто подойти. Я хочу просто подойти и открыть. Понял. Избавиться от предмета. Ты сейчас будешь ржать. Короче. Квест. Тетка, влиятельный дипломат. Говорит. Бля, мою сестру похитили пираты. Затребовали, короче, выкуп. Я им эти деньги перевела, а они мне типа сестру не вернули. Я хочу, чтобы вы мою сестру нашли, ёпта. Я такой сижу, думаю, ну не может быть так очевидно, что в ходе выполнения квеста выяснится, что эта сестра тёлки практически там сама себя и похитила, да, что он там является, например, лидером этих пиратов, да, и так далее, и так далее. И она решила просто, ну, присвоить бабки себе, так сказать, так? Я такой, ну не может быть такого. Ну, все-таки Mass Effect это не какой-нибудь Ведьмак, да, не какой-нибудь там. Это, ну, немножко другая РПГ. В таких РПГ, ну, я ожидал чего-то большего. Прихожу на локацию, убиваю всех. Что я, блядь, вижу? Вы нашли информацию, свидетельствующую о том, что баба, являющаяся лидером работорговцев, приходится сестрой той пизде, которая является влиятельным послу цитадели. Я такой, ну, блядь. Камон, ребят, блядь, Козловский, нахуй, что за гуйня? Даже не смешно, нихуя. Я в рот ебал этот низкий уровень открытия. Да, блядь, все. Сейчас полечу над стадом, все продам. Сколько? 146. За неделю переделал. Что вы думаете? Не переделал, я переделал. Я так много играю в игры, или так много игр видел в своей жизни, что меня просто ничем, сука, не удивишь, по-моему, уже. Ну, я уверен, что на самом деле это... А почему я не могу выйти из этой меню? Я ничего из этого, я хочу все это взять. Как? Как это сделать? Как взять? Я не хочу его переработать в неделю. Я хочу переработать в неделю все остальное, блядь. Это тупо. Загрузка. Я в такие моменты, когда я угадываю сюжет, я начинаю думать, что кто-то нихуя не старался. Понимаешь? У тебя нет такого? Потому что почему, ну, не придумать какую-нибудь неочевидную хуйню, например. На самом деле эту бабу уже давно убили.
Что-нибудь в этом роде. Или на самом деле посол тебе напиздел, и на самом деле это непосредственно сам посол, это лидер пиратов, да, который захотел просто все бабки присвоить себе. Я только что прикольно придумал, по-моему, и разработчикам видеоигр вот эту хуйню надо взять на вооружение. Очень достойно. Понятно, блять, разработчики видеоигр. Берите на вооружение гениальные. Гениальные гениальности. Вот этот вот звук, который ты сейчас услышала или могла услышать, это Ричи. Это странно. И такой, знаешь, неуверенный. Я не понимаю, работает или нет. Разумеется, наверное, всю хуйню в унигель, чтобы себе место собрать под новую хуйню. Вот зачем мне дробовик штурм 1? Продать нахуй. Снайперские винтовки бомжовые есть? Есть, конечно. Заебал, да, я посмотрю, что это такое. Что такое Элкос Комбайн? Легкая броня, Гладиатор 4. Я не представляю, нахера мне столько брони. Ну да, вот это прикольно. Это я могу делать. Заебал. Что вот это? Что это единство 1? Легкая броня, средняя броня, Кроган Феникс, боюсь, видите, единство какое-то. Нет, я хочу взять. Сейчас поеду, блин, в город всю эту хуету продавать. Ща на бабки как поднимусь. Я не могу понять, нахуя в этой игре нужен умигель, кроме того, чтобы взламывать всякие вещи. А также я не понимаю, нахера у меня мои союзники, которые со мной шароебятся. Как бы нахера они вообще в принципе нужны? Чё вот это такое? Крепость. Ну да, я ее зачистил. Вот нахера они нужны, почему у них тоже есть различные навыки, которые я не могу использовать. Меня это напрягает. Ну да ладно. Мне не понятно, сколько раз фильтр водичку отфильтровал. То есть все, следующую можно пить или эту можно пить? Ну давай доверчик еще. Я тоже не следил. Я два раза налила. Да, два раза. Третий раз налила. Commander, do you have a minute? I always make time for my officers. Off the record, I think there's something wrong here. This Saren is looking for a lost mass relay to who knows where, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. We've got our orders. Bellyaching won't change them. I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. I mean, it's funny, we finally get out here, and the final frontier was already settled. And the residents don't even seem impressed by the view. Or the dangers. Well, well. You're a romantic. Did you sign on for the dream, Malenko? Secure a man's future in space? Yeah, I read a lot of those books when I was a kid, where the hero goes to space to prove himself worthy of a woman he loves, or, you know, for justice. Or maybe I was a romantic in the beginning, but I thought about it after brain camp. Biotic acclimation and temperance training. I'm not looking for the dream. I just want to do some good. See what's out here. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were
encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Seems like you beat the odds. How many didn't make it? Out of 100, maybe 60 have no effect. 30 suffer adverse effects, little things like brain cancer. The other 10 show enough ability to augment with implants. Not always permanent, though. Not like the cancer. Next thing you know, you're out on Jump Zero. And how's a kid supposed to deal with that? A station at the edge of human space? Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. And you must have had plenty of time to get to know each other. Yeah, we'd sit around and bull every night after dinner, play cards or network games. There was this girl named Rana, who had a little circle grow up around her. She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart and charming as hell. Beautiful, but not stuck up about it. Like you, I guess. Yeah. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything Kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. Jump Zero's a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. Anyway, this was supposed to be a casual debrief, not a bull session about stuff that happened years ago. We have to depend on each other in combat. I like knowing what kind of man I have at my back. I understand, ma'am. I won't let you down. You, make a habit of getting this personal with everyone? I didn't say I did this for the whole crew. We should talk again. I'll need some time to process that, Commander. But, yeah, I'd like that. Так, так, коечка как раз на двоих. А где у меня на корабле был чел, который всякое говнище продает? Yes, Commander? Is there something you need? How well do you know the I'd lieutenant? never worked with him before this mission. But he tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. I should go. Goodbye, Commander. Блядь, где мужик, который говно торгует? Мне его надо кое-чего продать. Кучу хлама. О, там здесь колес.
Looking for supplies? Yes. Let's see what you got. You bet, Commander. Так, ну что ж, самое время продать говна. Ой, блядь, я хотел продать, не купить, блядь. Бля. А? Ну непонятно, на сколько денег я купил. Так что... Ну что ж. Commander, how are you? I gotta go. Commander. Commander? Do you have a few minutes to talk? One-on-one? Sure. I was hoping to get a minute of your time. Off the record. I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Don't mince words, Chief. What's your concern? This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, I mean, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies.
As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. I don't see that as inevitable. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, ma'am. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. I come from a military family too. My parents were both Navy. Anybody in your family we might know? Couldn't say, Commander. We probably have a lot in common. You join up to carry on the tradition? Есть ответ посмотреть в космос. No. The future of humanity is out here. There's so much we haven't seen yet. Yeah. I still remember my first field exercise on Titan. When we hit mud, the reality hit me. I'm the first person who ever stood here. Then my drill instructor kicked me in the ass. I went face first into the muck. He spent the next 5 minutes chewing me out for gold breaking. Don't tell me you had Gunny Ellison. He's the only one who uses that word to describe shirking duty. Oh, Lord. You went to the Macapag boot camp too? Yeah. Gunny Ellison's still reaming out recruits down there. Kicking ass and using words like inveigle and pusillanimous. Пожалуйста, можно эти персонажи больше никогда не будут улыбаться? Alright, I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're gonna have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. I don't think kissing Turians will be necessary. You never know, Commander. What's your opinion of the last mission? You mean the Rachni, right? They were dangerous, Commander. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. You know, when we pick up that Asari scientist, we'll have to tell her we killed her mom. That's gonna suck. Just saying, Commander. Dismissed, Chief. Ma'am. Каждого персонажа можно типа это So, экипировать. we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten to the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him.
So I got the hell out. Didn't even wait to get paid. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. Ну, он We're если too не spread out. услышал. None of us are interested. So long, Rex. Shepard. Я, блядь, не могу только Азария приебучую найти. Потому что вот он искатель. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype, cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take. Что там? С картинки, которую ты мне скинул. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say.
It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials? In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins, what they were when we created them, and how they turned on us. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. So the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. So there's some sort of group consciousness? No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. That doesn't make any sense. I'm probably oversimplifying. The Geth are incredibly advanced and complex creations. All you need to know is that they get smarter when they gather in large numbers. As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. I don't see what's so bad about those questions. The Geth were created to engage in mundane, repetitive, or dangerous manual labor. That's fine for machines, but it won't satisfy a sentient being for long. The Geth were showing signs of rudimentary self-awareness and independent thought. If the Geth were intelligent, then we were essentially using them as slaves. It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. Hey, you can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld.
We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil. Now we drift through space, exiled, searching for a way to reclaim what was once ours. It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? I didn't mean to offend you. I'm sorry. I didn't mean to get so worked up. Most Quarians tend to have pretty strong opinions about the Geth. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. I want to talk about something else. Like what? I should go. See you later. Чё, хочешь охуенную историю по вселенной Mass Effect? Hey, Commander, you know that Quarian Tally? Сейчас расскажу. She's been spending all her time down here asking me about our engines. Короче, жила-была раса кварианцев. Не флорианцы, а ква. Слово лягушка как квакает, да? Ну, суть важна. Короче, жила-была раса этих чуваков. И они такие, бля, чё-то, короче, западло глину в шахтах месить. Там, давайте сделаем какую-нибудь хуйню, чтобы она делала это за нас. Они такие, да, пацаны, давайте сделаем чела, назовем его Гет. Они такие, бля, пацаны, одного гетта мало, давайте сразу штук 100 нахуярим. Такие, давайте. Нахуярили 100 геттов. Бля, пацаны, что-то пол лень вместе. Давайте, типа, гет пол будет вместе. Они такие, бля, надо, типа, больше тогда геттов. Давайте больше сделаем. Еще сделали 100 штук, например. Такие, бля, пацаны, он слишком тупой, не может вмести пол. Давайте сделаем так, чтобы он мог вмести пол. Он такой, давайте. Прокачали ему интеллект. Бля, пацаны готовят западло, давайте геты будут готовить. Такие, тогда уже больше гетов. Давайте сразу миллиард захуярим. Захуярили гетов. Бля, они слишком тупые. Давайте их прокачаем, чтобы они могли готовить. Их, короче, прокачали. Такие, короче, все там дополнительных гетов строили. Там что-то до жопы, короче, этих гетов настроили. Что-то каждый раз их прошивали. И в итоге геты стали такие настолько прокачанные, что у них появились какие-то зайчатки разума. Они начали задавать вопросы, кто они, нахуя они, откуда взялись, зачем нужны. Чуваки такие пересрались от этой хуйни, попытались их вырубить.
Где-то такие, пошел ты нахуй, козел, короче, начали им давать пизды, и в итоге чуваков, которые создавали гетов, просто пидорнули нахуй с их планеты. Прикольно? Ну знаешь, что самое смешное? Сами, короче, геты остались на этой сраной планете, и теперь они пытаются уничтожить галактику. То есть я только что нашел виноватых в сюжете Mass Effect. Буквально. Как тебе? I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You've got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth system. How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up, unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. А? Давай. Держушка. Вот ты хочешь. There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Why doesn't it work with faster-than-light travel? Cranking up to FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on, probably the fastest vessel ever designed, and she's the only one using the new Tantalus drive core. What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, we can run at FTL speeds longer before we have to discharge the core. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Ну и короче, вот на вот этой вот ебанине работает весь двигатель, весь корабль. Да с помощью вот этой хуйни мы летаем в космосе. Отдаленно очень сильно напоминает хуёвину, которая была всквозь горизонте, но прямо очень-очень отдаленно. Какие дела? Святослав, да. Сегодня было очень лень, завтра к Святославу скажу. А что такое? Так, ну я думаю, что я могу еще какую-нибудь побочную миссию выполнить.
Ну, нужно пойти уничтожить ИИ на Луне. В Солнечную систему в местном скоплении. Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Ну ладно. Ты написала мне. Это важно. Я, блядь, не знаю, какому тупому дегенератному долбоёбу пришло в голову сделать поездку на Маке как нечастным явлением в этой игре. Но, сука, я в рот съебал. Пацаны, вы сделали машинку, давайте мы будем ее пытаться. Охуенно. Один раз, два раза, ну ладно, хер с ним перебудь. Ну, блядь, ну не каждый же раз. Бывший сезон. Электроника 1. Ну в принципе. Так, если что-то про тебя должен таветь. Посмотрел картинку. Blind myself is blind for no reason. Nice. Я посмотрел, да.
Чё, где мумифицированный? Сам труп нашел. Это было интересно. Мне просто интересно, я вообще эту хуйню дамаг как-нибудь ношу или нет. Да, немножко ношу. Alliance soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon.
Looks like these men were under Admiral Kahuko's command. He'd want to know what happened here. То есть здесь типа нихуя нет, да? Просто прилетел здоровенного червя-пидора, пиздошил и все. Так, сколько у меня? 4 очка есть. Не знаю, нахуя я прокачался пистолеты в максимум. Ну пусть, блядь, будет, правда? Планета называется Армения. Ну, называется Армении, но мы оба знаем, что это Армения. И нахуя? Нет, ну если можно приземлиться, грешно не сделать. Маки выкидывают, как будто самолет обосрался. Блять, у меня случайно не было на этой планете когда-нибудь? Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. А не судьба была меня сразу куда надо, как бы, телепортировать? Нет, ну нет, так нет, как гилы ебаные. Какие-то флешбеки он отходит этого места, где-то я его видел, может быть, в спидране. Да, еще раз берем. Что за хуйня? Какой, блядь, шагающий танк это? Ты нахуя ёбу даешь, игра? Мы такой хуйню не договаривались продать. Вообще нихуя подобного мы с тобой не обсуждали. Блять, ну там легет, там скорее всего сюжет. Я не знал, что это сюжет пошел. Ну как, пусть.
Only a fool punches a knapsack in the mouth. We should sneak around and pull its tail. Не до конца понял, о ком этот чел сейчас говорил, что за Рахнар. Ой. Ой. Я, может, не хочу сникать раунд и пулать стейлы. Я, может, хочу пойти в лоб всех расхуярить. Не, ну если мой тиммейт так говорит, то я, разумеется, пытаюсь. Что я, блядь, тварь дрожащая или прав? Вот ты заебал. Или правый имею. Понятно, там великая космическая стена. Видимо, надо объезд. Да, действительно, там есть объезд. Куда? Ну, непонятно, нахуй. Только не говорите, что вы здесь. Нет. Где-то здесь вот должен быть поворот. Ну, вообще, примерно там, куда я и пытался заехать. Ну, сорян, я граднул, блядь. Честь прям дышать, блять, можешь. Так.
меня на столе? Видел его у себя на столе. Нашла? Здесь? Маленькая точечка, пожалуйста, не надо размазывать. Пожалуйста, обращайся. Так. Блин, вот поездки на этой хуйне это самое бесполезное времяпровождение, которое можно было придумать в этой игре. Сколько не катаюсь, столько думаю об этом. Блять, чуть не ебался. Тут прикольно, конечно, физика движения. Удивительно, что они смогли ее сделать на Unreal. Но я бы прекрасно себя чувствовал без этого. Короче, я понял еще один минус Mass Effect. Mass Effect, стараясь показаться хороший RPG, на какой-то хер сделал себя очень замороченным. То есть, ну, они в каком-то месте, конечно, взяли и все люто упростили, да, но в то же время в каком-то месте они просто наворотили говна. Как, например, в области установки апгрейдов на оружие и на броню. Потому что смотри, вот допустим у тебя броня, да, у тебя есть, ну, это оружие, вот у тебя есть урон, огонь до перегрева и точность. То у тебя есть, грубо говоря, 3 характеристики, на которые ты должен обращать внимание, верно? Ну так сделай ты, блядь, 3 типа апдейта. Ну хорошо, ну 4 типа апдейта. Ну да, блядь, допустим, 6 видов апдейтов и 1 экстра вид апдейтов, который бустит все 3 характеристики. Логично? Нет, блядь, вместо этого у тебя есть бронебойные патроны, полониевые патроны, подрывные патроны, криопатроны, полониевые патроны, блядь, протонные, зажигательные и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И само по себе это все нихуя, ну, типа, неплохо, но это неплохо, если тебе, сука, говорят, что у тебя оружие склонно наносить какой-нибудь урон, как, например, в Borderlands.
Понятно? То есть, как, например, было в Divinity, да, у тебя есть меч, и он там типа, у тебя есть 5% шанс нанести замораживающий урон, да? И ты такой, ага, то есть, допустим, мне нужно грейдить этот меч в сторону там какой-то морозного урона, как в Диабле было, помнишь? А здесь нихуя такого нет. И это... ну, типа, неплохо, наверное, я не знаю. Но как-то... я не знаю. Токсичный какой-то урон. Не знаю, я к этому очень так отношусь. Непонятно, понятно говоря.
Я тут, блядь. Блядь, Фигарус, какой ты юзлес, блядь. Только и делаешь, что только хуй. Опять эта хуйня здесь. Лягуха нахуй. Нахуй.
Какой ты дебил, Гарус. Слов просто нет, чтобы описать, насколько ты обоссан. Perimeter secured. I've never visited a Prothean ruin before. Aside from the Citadel, I mean. Знаешь, в чем большая проблема Mass Effect? В том, что он переборщил с сайфайностью, при этом, ну, как бы нихуя нового не привнеся. Ну, смотри, у них все оружие выглядит одинаково. Буквально все оружие выглядит одинаково. То есть, если это снайперка, то она выглядит вот так, да. Если это... как он называется? Если это пистолет, то вот так, да. Если это ружье, то вот так. Ну, как бы сказать, без изюминки, грубо говоря, да. Protheans sure build things homey. И оно все стреляет. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Блин, вот в Borderlands нормально. Эта пушка бахает вот так, эта пушка бахает вот так. Прикольно, прикольно. Задорно, задорно. Правильно? В Которе все оружие стреляет одинаково, но при этом оно выглядит хотя бы по-разному. То есть, блин, винтовки там 2 или 3 типов бывает, это уже хотя бы что-то. А Borderlands, Mass Effect, он, ну, как бы ни пизды нового не привнес в игру, абсолютно. И это, ну, очень обидно. Потому что он не воспринимается, наверное, на должном уровне из-за этого. I'm trapped. I need help. Liara to Sony, I presume? Thank the goddess. I did not think anyone would come looking for me. Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? И типа, блин, вот эта вот сайфайность, она в нем одновременно и пережата, и недожата. То есть, блин, если ты встречаешь какую-нибудь ебалду, да, то ты такой, вау, вот это ебалда, вот это обосраться, ну сука, да что это такое-то, как это работает, почему оно такое, да? Типа вот эти вот жуки, которых надо было сканировать. А большинство инопланетян, они просто сраные гуманоиды с тем в той или иной степени уродства. То есть, блять, алло, командир Шепард при желании может выглядеть как инопланетянин. При этом, вау, он не инопланетянин. Считаю, что это охуенное упущение. Ну да ладно, это все-таки 2007-2008 год. И так, слишком амбициозно было. Но какого ж хуя они все разговаривают на английском? Почему в Которе они разговаривали на разных языках, а здесь они разговаривают на английском?
Причем тебе, блядь, никто не объясняет, почему. Просто нахуй. Знаете, вся галактика, она берет и разговаривает на английском и иди нахуй. Почему? Я не знаю, я честно. Ну, может, идея какая-нибудь. How did you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please! Any suggestions on how we can help? There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. То есть, блядь, даже вот раз инопланетянин, два инопланетянин, три инопланетянин. И, сука, самый инопланетный из них это вот этот чувак. Но исключительно потому, что как будто кто-то ящерицу с человеком скрестил и все. А вот так вот со спины посмотришь, это мужик. Это просто баба. А вот если на этого со спины смотреть, ну тоже просто мужик обычный. Почему у него, блядь, не 8 рук, например? И знаешь, спецобилку носить в каждой руке по волыне и хуёво из них стрелять. Вот это было бы охуенно. Но нет, блядь. У нас же это антропоцентрированность ебаная. That's it. Bag 'em and tag 'em. Oh, how did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. We blasted through with the mining laser. Of course. Yes, that makes sense. Please, get me out of here before more Geth arrive. That button over there should shut down this containment field.
Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. Obviously, he wants you to help him Какие find тоненькие ноги у него у Гаррита. Он как будто всю жизнь худел для роли Золушки. These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. If I die in here, I'll kill him. Ну, опять огромная ящица приперлась. Сразу видно углов. There a reason you're in my way? The same reason you're here. The Assault. Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. Is this really the time? The atmosphere is perfect for our life and death struggle. Kill them. Spare the Assault if you can. If not, doesn't matter. Yo. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there and your pilot is making jokes? It's a coping mechanism. You'll get used to it. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Just how old are you exactly?
I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours, but among the Asari I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. Did your research turn up anything interesting? What is interesting is what I did not turn up. There is remarkably little archaeological evidence of the Protheans, and even less that might explain why they disappeared. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. What cycle? What are you talking about? The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. They were wiped out by a race of sentient machines, the Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions? Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. This isn't helping us find Saren, or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate, or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? We can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success.
Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Че, я там левелапнулся, я видел, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Yes, Commander? Carry on, Presley. Yes, ma'am. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. I'll take it in the comm room. Где находится ком-рум? Видимо, это. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. I'll take all the help I can get. We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. I'm listening. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Это специально. Мне не доставало того, что Шепард не может быть инопланетяном, и поэтому... Поэтому я с ним слегка поэкспериментировал. Не специально все звезды назвали на греческий манеж. Вот бы я еще помнил, какие я взлетал планеты, а какие нет. Знаете, парнёж. Это женщина, это не парень. Это так. Так, здесь я был.
Здесь я был, здесь я был, здесь я был. Это все женщина. Не то, о чем подумали. Где этот? Скопление позже, гамаид, вот местное скопление. Я хотел ИИ сегодня убить, но мне... Но ты просто мне на слово поверь, что это женщина. Пол был выбран женский. Я не знаю, нахуй я Гаруса постоянно беру, он такой бесполезный. Вот написано, не здесь. Где пол посмотреть? Нигде? А, в кодексе, наверное. Нет? Тоже не здесь. Ну, короче, это женщина. Тут не написано, но это женщина. Че на полигоне? Наверное, сразу туда надо. А если я перетащу этого персонажа в следующем Mass Effect, у него морда лица сохранится? Меня вот этот вопрос волнует. Потому что ради этого все и замышляется. Именно Шепард как раз потенциально Заходи. Ой, да ладно тебе. Какие кошмары. Ну, какие кошмары, но... Подумаешь, я хотел сделать что-то похожее на больного раком Волан-де-Морта, но, блядь. Ну, конечно, у меня слишком низкий навык. Как же иначе? Давай сыграем в игру. Что страшнее, чужой хищник или шеф? Шепардин, но Шепардесса. Шепард. Не знаю, какой феминитив у слова шефа. Ёбнут они, пожалуйста, красивые. Шепард-то. Даёшь. Чтобы побрал мою стрелу на упреждение. А вот то не стоит никуда. А? Да не может быть.
первом Mass Effect можно романтить персонажей? Потому что мне вот интересно, как это будет выглядеть. Я знаю, что, кажется, во втором можно. Но до второго еще дожить надо. Жестко, что надо. Нет. Блять. Хочу снять, да, ну. Шлем до пакет будущего. Да, я не знаю, нельзя не снимать шлем. Все нормально. Все нормально, да нормальный персонаж. Что ты? Я мог сделать хуже, наверное. Если бы здесь был конструктор персонажей, как в Saints Row, я бы сделал просто как обычный. Алло. Вот. Ну, мужчин, наверное. Ну, хочется верить, что мужчин. Я думаю, что я могу женщину заромантить с таким-то прекрасным лицом, но... Кого ты пострелял? Электроузел? Гарус, будь полезным, это сделать что-нибудь. Все. Совсем этим потом разберусь. Так, что там, левелап? Ни хрена себе, Гарус, смотри, тебе винтовка подъехала. Может, хоть полезнее будешь, хоть чуть-чуть помойный. Дрободил никакой не прилетел, нет? О, нет, торнадо какое-то. Нет, Гарус не подходит. Гарус же вроде сказал, что он бесплодный, поэтому он меня мало интересует. Но не Гарус, а Рекс. А Гарус мне не нравится, потому что Гарус юзлес помойка. Какой-то странный. Он постоянно дохнет и ничего не делает. Его вроде бы качаешь, а он дохнет и ничего не делает. Ну, наверное, имеется в виду, конечно, себе физподготовку или электронику. Или устрашение. Или обучение спектра. Или разведчика. Возьму разведчика, единичку. Я вот эту хуйню тоже качну. Чё? Когда-то же надо ее качнуть, правда? Что-нибудь можно золото? Ни хрена здесь вопрос. Человечество и так безопасно. Его же защищает командир Шепард. Шепардина, Шепарднес, Шепардинка. А, эту фигню надо просто сломать.
Так шлемы наденьте, придурки, у вас же шлемы есть. Почему шлемы-то не надеть? Токсичный газ попадает. Почему шлем на голову не натянет? Я не понял. Так, сейчас бы кат-сценку какую-нибудь посмотреть. Шепардом с лицом в главной роли. Какую-нибудь эту. Выдающуюся. Шо, сука? Так, погоди, а разве Шепард не умирает в конце первой части? Я не знаю, я не проходил, но вроде как нет шанса. Вот если бы... Ага, почему шикарно. То есть, если бы Шепард был мужик, то тогда можно было бояться, что он свои гены, так сказать, распространит повсюду, во всех женщин галактики. А так, ну, как бы Шепард единственный носитель там определенных набор там хромосом и прочей фигни. Так что даже не знаю. Я думаю, что бояться нечего. Погоди, я разве... А, мне надо по всем научным станциям пройти. Да ну... Короче, я теперь считаю, что по канону Шепард должен быть женщиной. Средней степени уродливости. Да, ей же, она же не любит пришельцев. Ну, враги где завопили. Шлем не снимается. Чья мечта сбылась, чтобы шлем не сбывался? Ну, что за извращение происходит? Конечно, ошибка. У меня это геля. Потом еще на торгу. Я шли же этот самый из семейки вояк. Я правильно. Вот, блядь, где враги, а вот. Вот опять Гарус подыхает, ну, посмотри на него. Гарус, сука. Ущерб. Можно дерьмо какое-нибудь пересобрать. Не нужно вот это, например. Сколько там было написано, я не посмотрел. Ненужных вещей. Все-нибудь всякие апдейты, вот эти вот на брони и так далее. Гарус сдох. У него талант. У этого шефа просто талант летает. Что заблокировано-то сразу? Угу.
Бедю. А навык первой помощи... он просто останавливает пенициллин, я понял. Я услышал тебя, игра. Составляет 3, ну... Хорошо, вот это переработать в Нигерии. Это я могу себе позволить. Модулятор счета вроде надо. Вот эту хуйню тоже переработать. Вот эту хуйню тоже переработать. Корабли, отправка Шеврот в далекую галактику. Андромеда. В смысле этой... В смысле... Как он называется? Игры-то это? Mass Effect Андромеда? Типа исследовать далекие галактики, пугать людей Шепардом, сказать не нападайте, не прилетайте, у нас такое есть. Не, идея, конечно, неплохая. Так, ну тяжелую броню я никогда в лыжи на себя надевать не буду. Как, в принципе, никто у меня не будет носить среднюю броню на Крогана. Прикинь, жнецы поклоняться будут Шепарду как существу, которое в одиночку своей мордой способно уничтожить человеческую расу. И будут наоборот Шепарда повсюду посылать в качестве вассала доброй воли. Какие, блядь, кинетические... Это специально меня надо мной поиздеваться? Кинетические барьеры — это тупо меня позли. Перегревчик. Скорее всего, потому что эти самые были братом. Остался один вычислительный блок. И сохранение не удалось. Ну а что, смотри, получается генетически выверенный человеческий индивид. Таким образом. Как этот, как какой-нибудь чихуахуа. Почему нет? Все нормально. Жнецы, они умные, они шутку оценят. Средняя броня Феникс 5.
Да, да, идеально, получается идеально, чистокровно. Вот так и должны выглядеть все люди, слушай, согласно логике. Что практически методом селекции. Глаза-то голубые, кстати, ага. И блондин, угу. Голубоглазый блондин, между прочим. Так что ты это... полегче в этой ситуации. Тут ушли бараны, либо поздно. Жрецы. Так, отсюда я пришел. Да завали, блин, мужик. Куда? Сюда теперь? Так я ж там был. Ладно, еще раз выйду. Я дебила подключил и не могу запомнить, в какую сторону мне бежать. Здесь я был. Хрен просышь. По-моему, я должен был быть в предыдущем. По-моему, я все-таки в предыдущем должен был. Да, здесь все таргеты дауны. На всякий случай проверю, конечно. Ну да, зря. Все-таки был прав. Надо было по этому ящику смотреть, облутанный или не облутанный. Ну вот и откуда я бежал? Вон оттуда, наверное, самая дальняя она. Ты вот мне честно скажи, ты специально зашел сказать, какого у меня Шепард урод? К. Несса. Повторюсь, я не могу испробовать правильный феминитив. Что для Шепард. Вот надо просто сразу посмотреть, что здесь сундук не открыт. Ну, быстрее, пожалуйста. Да, чуть-чуть не хватило. Семь способов, 25. Что за снайперка? А почему у меня теперь персонаж постоянно в шлеме? Почему? Ну-ка. Я очень рад за тебя. Колдун, что ли? У меня теперь с персонажа шлем не спадает. А, ни с кого не спадает. Ну все, это успокоит. То я переживал. Блин. Ну, вот это фильм. А, нет, что крутое. Это можно переработать идею. Соответственно, сделать. Так, что там за снайпер? Что там за снайпер? Все остальное можно разбирать. Что мне сильно не нужно? НД типа удалять. Моды всякие на гранаты бомжовые, например. Нет смысла, нет такого.
блядь, не то нажал. Сдох как лох. Hostile contact! Ебанут. Negative contacts, Commander. Зачем ты вышел оттуда? Зашел обратно. We got them all, Shepard. Что-то не ожидал такого. Так погоди, я же здесь был. Ну да. У меня сейва не было в том месте, где мне надо. Да чтоб тебя разорвало на мелкие куски. Так. Ближайший, вон там получается. Да. Почему Шепард бегать не умеет? Почему эта сладкая попа не умеет бегать? Это красавец. Почему сохранение не удается? Непонятно. Просто так всосал гранату. 45, да похуй. Цунами, ни хрена себе, Гарус, у тебя как? Рекс. Вот, возьму вот этот Рекс. А это вунигель давай спустим. И это будет вунигель, потом ее продадим, нормально будет. Бля, вот это вот сохранение не удалось. Какая херня. Ну, я в итоге хорошую снайперку здесь подобрал. Почему? Потому что лут регенится не так, как я хотел. Ну, а что теперь поделаешь? Ну, а как теперь жить? Пацаны, давайте выключим. Давайте у всех выключим. Да. Я хуй блядь. Привет, пацаны, мы тут постоим перегели. Ага. Абузик. Да блядь, да это. Дальше. А чё?
Они заново здесь летают. А? Да нет. Это было бы слишком тупо, даже по метам 2007. Гарус заебал подыхать. Смотри, этот тупой опять сдох. Да блядь. Надо прокачать себе гранату. Не надо. Я вот эту хуйню не видел. Perimeter secured. Все. We got them all, Shepard. Получена специализация какая, блядь? Потом загуглю, что это значит. Где? Какой нахуй Mass Effect 2, блядь? Основной класс в разделе умения меню отряда. Значение умения вашего класса переходит в вашу специализацию. Бонус получаем при каждом новом уровне специализации, может стать меню отряда. Нихуя не понял. Тут просто использовать не грубую силу, а точно эффективные атаки. Извлекать максимально выгоду в боевой обстановке. Теперь всех низкой атак. Нет, мне уже спецназовец. Меня полностью устраивает хуйня про спецназ. Так. Спецназовец. Имеет смысл качать спецназовец? Или имеет смысл качнуть обучение спектров, интересно. Или имеет смысл качнуть снайперские винтовки. Или имеет смысл качать, знаешь, как он качнул. Какой-то билд, конечно, получается. Ни рыба, ни мясо. Но... Right behind you, Shepard. Какой уж получается, такой получается.
Вот, знаешь, я обычно, когда играю в РПГшки, да, ну, типа там, в Divinity, или в Солясту я играл, или, ну ты понимаешь, в РПГшки, типа. У меня обычно есть план того, что у меня будет за билд. Я примерно представляю, как я буду билдить себе персонажа. Mass Effect просто нахуй посылает мои мысли по поводу того, как я буду билдить персонажа. Я просто нихуя не ебу, что я буду делать дальше. Понятельно нормально? Все, я на Луне кого-то отпиздил. Мне надо полететь в цитадель. Че, блядь, за вдова? Да. Пойду хлам туда продам. Сейчас выберу себе гранаты и пойду продам хлам. И все, и хватит с меня на сегодня. Да полетели. Каждый раз забываю, где выход из этой кабины. Фиг, надо сказать, что дизайн корабля немножко ебанутый. Блин, да вместо Гаруса кого-нибудь. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Баба это вообще просто как бы нахер не нужна. Где? Как гранаты выбирать? А, эти бомжи гранаты кидать не умеют. Я понял вас. Гранат только для Шепарда, пацаны. Ужасная граната опять. Лучше у меня нет, лучше у меня. Как купить? Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Хуя не понял. А к кому мне надо обратиться по поводу моей этих двух кустов? Непонятно. Приветствие меня, нет? Hello, Commander. Show me what you got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Продать.
Да. Так, улучшение брони, так уж и быть, оставлю. Ни хрена себе я наторговал. Слушай. Прям практически миллионер. Не зря по всей галактике шатался. Кахок. Да, я сейчас даун 2 квеста, я тоже пойду. Достаточно быстро. Hello again, Commander. I've got a proposition for you. Since you helped me get information on the crime syndicate, I've gotten a lot more backing from my publishers. I'm investigating traffic controller conditions now, and I wondered if you could help. What do you want me to do? I've heard rumors that the space traffic controllers are overworked to a dangerous degree. I can't get into the control room, but you could. If you planted a bug inside, I could crack the story. If you crack this story, what's likely to happen? Ideally, there will be calls to improve working conditions by hiring more controllers and upgrading systems. The Council won't pay for improvements voluntarily. This story will provide that pressure. This bug you want me to plant, could it interfere with traffic signals? Absolutely not. I made certain that the frequencies it uses won't interfere with anything. I can't promise anything, but I'll see what I can do. Give me the bug. Excellent. Just place it on a terminal with a good view of the area. Thanks again for your help. In the long run, this story is going to save lives. No, I'm waiting to speak. Commander Shepard, isn't it? My name is Admiral Kahoku. Is there something I can do for you? You sent a recon team out into the Artemis Tau cluster? Yes, that's right. They went missing a few days ago. I've been trying to find out what happened to them, but I keep getting the runaround from Alliance brass. Do you know something about this, Commander? They were killed by a Thresher Maw. A Thresher Maw? That's not... My men wouldn't just stumble into a Thresher nest. Not the entire unit. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the Thresher nest. Damn it. I had a bad feeling about this ever since my team disappeared. An Alliance beacon used as bait, my unit wiped out, and nobody seems to know anything about it. Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. The families of those Marines deserve to know why they died. Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Раз. Один квест сдал.
И второй квест сейчас тоже скажу. Yes, Shepard? Did you find my sister? Dahlia's dead, and I know she was blackmailing you. So the truth comes out. I hope you're not angry. Surely you can understand why I lied to you. If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. That is why I misled you. I could not risk you exposing me. But now that Dahlia is out of the picture, it's no longer a problem. I would have helped if you'd just told me the truth. Perhaps you're right. I am sorry. We have trust issues in my family. Obviously. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. You're a diplomat on her way up the ranks. Could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits. But I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. 1000 XP и 10 000 денег. И если я правильно понимаю, то это... Да, ставь, пожалуйста. Что-то я не понял. Пиар, вершина, ремонт реактора, сейн лаборатории, Соларианцы, блять, какие-то. Я пытаюсь понять, что за квест я проходил, который был связан с уничтожением этих самых. Тоже не могу. Вот, неисправно. Все, просто выполнил. Ладно, тогда сохраним. Знаешь, какого у меня уровня персонаж? 28. Вот это я понимаю, блять, кач. А не как, блин, в некоторых играх.